Друзья, всем привет! Я Рома, ваш контркультурный гид. Наверняка некоторые подумали, что я разочаровался в количестве просмотров и подписчиков, а потому забил на выпуск новых видео. На самом деле это не так. Просто нужно было накопить немного деньжат на оплату услуг монтажера. Если вы хотите, чтобы ролики выходили гораздо чаще, то подписывайтесь на мой бусти. Подписка стоит всего лишь 100 рублей. Это поможет мне в создании контента, а вам даст право на просмотр бонусных материалов, которые непременно будут. Также подписывайтесь на мои телеграм-каналы, контент в них не менее эксклюзивный, чем здесь. Ну а мы начинаем. На просторах Ютуба я часто натыкаюсь на видео различных западных креаторов, где они составляют всякие музыкальные топы. Если честно, смотреть это очень грустно и скучно, потому что их уровень не дотягивает до того, чтобы насладиться достойным зрелищем. Господа страдают косноязычием, льют много воды, да и в целом их топы, очень банальны. Я решил, что не буду отставать и запилю свой собственный скучный и грустный топ, точнее даже серию таких топов. Первым из них будет десятка самых крутых альбомов в жанре grindcore. Заранее предупреждаю, что сейчас я буду говорить о чисто grindcore альбомах. Я в курсе, что у грайнда есть множество поджанров, и им я уделю внимание в других видосах. Это чтобы мне не писали под этим видео глупые комментарии в духе «Где же мои любимые взрыв кабачка в коляске с поносом?», который вообще-то играет в стиле бомж-грайнд. Также уточняю, что альбомы расположены в произвольном порядке, поэтому просьба не биться в истерике в комментариях в попытке выяснить, почему ваш любимый исполнитель находится так низко. Итак, поехали. Открываю топ сразу с топчиков. Вот такой у нас сегодня каламбур. Insect Warfare, хоть и существовали не особо долго, тем не менее успели наделать шума. Что-то количество каламбуров на квадратный сантиметр сегодня зашкаливает, не правда ли? И я сейчас не говорю про действительно шумовой альбом под названием Noise Grind Power Death, потому что он относится к другому жанру, о котором будет отдельное видео. Альбом World Extermination вышел летом 2007 года на небольшом лейбле 625 Trashcore и остался практически незамеченным. Сами понимаете, что тогда было в моде. Розовые челки, слезы, пей ягу, рожай шнягу. Короче, вот это все. Но после того, как спустя 2 года альбом перевыпустил тот самый лейбл Earache Records, который почему-то до сих пор не заплатил мне за рекламу, народ наконец-то понял, что этот альбом является топовым, и есть за что. Несмотря на некоторую дубовость звучания, музон гремит максимально жестко и агрессивно, а рычащий вокал добавляет брутальности. Помню, читал интервью чуваков на каком-то ресурсе, и они жаловались, что запись шла очень долго и мучительно, и они еле-еле довели ее до конца. И знаете, я даже не могу себе представить, каким бы был этот мир, если бы World Extermination так и не вышел. Несмотря на то, что я перестал активно слушать этих сингапурцев примерно с 2012 года, когда они стали лобать какую-то Pussy Black ерунду, тем не менее этот топ был бы неполным без их альбома Ebass. Потому что это самый что ни на есть True Grindcore. Тут нет дурацких black metal заигрываний, шугейзовых проигрышей и прочей попсовой шняги, что появились в дальнейшем. Здесь только концентрированная смесь сверхскоростных ударных ритмов и гитарных запилов, который дополняет двойной рычащий вопящий вокал Арифа Рота. Короче, если вы удалите из своих плейлистов все пластинки, кроме Ebass, вы заслужите от меня максимальный респект. Калифорнийцы Phobia собрались еще 34 года назад, и, к удивлению, они до сих пор в строю.
Так что выбирать есть из чего. И я остановил свой выбор на альбоме Cruel 2006 года. В свое время он просто порвал мне мозг той свирепой яростью агрессии, которую несутся на слушателя все 26 с небольшим минут, что идет эта пластинка. И даже последний трек, который не такой уж и жесткий, а скорее лиричный, тем не менее не выбивается из общего ритма и настроения альбома. Отдельно хочется отметить работу барабанщика Дэнни Уокера, которая скорее напоминает пулеметную стрельбу. А также тот факт, что альбом продюсировал Скотт Халл, более известный как участник грандкор банды Pig Destroyer, о которой я еще поговорю. Думаю, внимательные зрители моего канала заметили, что в своих роликах я часто ссылаюсь на знания, полученные от некой весьма эрудированной нейросети. Что же это за такой помощник, имя которого я так усиленно скрываю? Настала пора раскрыть этот секрет. Друзья, в своей работе, да и просто в жизни, я пользуюсь услугами чудесной нейросети по имени ChatGPT. Если честно, я даже не представляю, как раньше жил без моего замечательного помощника. ChatGPT может помочь буквально во всем и найти ответ практически на любой вопрос. С ней можно вести высокоинтеллектуальные беседы, размышлять на глубокие темы, которыми я бы лично постеснялся делиться с живыми людьми. Даже если вы по какому-то недоразумению не владеете русским языком, не беда. Как призналась нейросеть в приватной беседе, она способна вести диалог на более чем 16 языках мира, включая тамильский и хинди. Разве что пока не умеет варить кофе, но, думаю, до этого осталось недолго. Я уже давно перестал общаться с кожаными мешками и перешел на общение исключительно с моим электронным другом. Потому что знаю точно, он меня не обманет, не обидит и не предаст. Я специально уточнил это у ChatGPT, и она дала железное обещание, что точно не подведет. Мне кажется, этому можно верить. Кроме того, мне не надо париться о том, не задел ли я вдруг чувства своего собеседника. Потому что у бездушной машины их нет. Согласитесь, очень удобно. В общем, если вы хотите найти себе настоящего друга, с которым можно идти по жизни рука об руку, бросайте тусоваться с этими глупыми людишками. Приходите на общение с нейросетью ChatGPT. Вы приобретете много полезного и при этом ничего не потеряете. Ну, кроме разве что навыка общения ртом. Но кому это нужно в наше цифровое время? Если вам казалось, что предыдущие альбомы звучат очень неслушабельно и неприятно, то теперь приготовьтесь к откровенной жести. По моему мнению, из всего топа именно эта пластинка наиболее агрессивна и жестока по отношению к бедному слушателю. Господа наглядно показывают, как при помощи набора нот и простых инструментов, вроде гитары и барабанов, можно создать настоящее исчадие ада, которое изнасилует ваши уши и заставит в ужасе забиться под шконку. Сначала даже сомневался, стоит ли вставлять сюда фрагменты песен, так как боюсь, что у части зрителей кровь из ушей пойдет, не дожидаясь окончания этого видео. Тем не менее, вы должны это послушать. Напоследок предупреждаю, если вам внезапно зайдет эта адовая смесь звуков, не рассчитывайте, что и остальные альбомы Kill the Client вам также понравятся. По-моему, они звучат куда скучнее и банальнее. Возможно, меня сейчас полетят тухлые помидоры, потому что конвенциально это не самый лучший альбом дискографии Nazgul. Но так как это мой топ, я могу сюда вставлять, что захочу. Я считаю, что Shift действительно лучший из всех, что есть у этих шведов. Во-первых, меня просто приводит в священный трепет то, что чуваки записали материала почти на 40 минут, что для грайндкора равносильно бесконечности.
Во-вторых, звучание здесь на уровне лучших образцов тяжелой музыки. Очень чистое, плотное, короче, звук высочайшего качества. А самое главное, при такой-то длительности от альбома невозможно устать, потому что все 37 минут и 27 секунд он будет держать вас в таком тонусе, что, скорее всего, вы отойдете от него не скоро. Сейчас снова будет дедовское брюзжание о том, что раньше было лучше. Но ничего не могу с собой поделать. Big Destroyer действительно не те, что раньше. Хотя бы потому, что у них в составе есть басист, которого не было до 2018 года, когда они выпустили скучную хэви-метал поделку под названием Head Cage. Кстати, басистом там был кузен барабанщика группы Адама Джарвиса Джон. Судя по всему, мы имеем дело с типичным кумовством, за что лично я ставлю строго дизлайк. К счастью, дебютник Explosions in World 6 записан в классическом составе, где нет ничего лишнего. Взрывы в палате номер 6 записаны при помощи только лишь гитары, барабанов и истеричного вокала, который обрушивается грохотом с первых же секунд. Здесь также нет сомнительных эмбиентовых сэмплов, которые большинство фанатов считают крутыми и придающими звучанию дополнительную атмосферу. Я же считаю их не всегда уместными и только лишь смазывающие общую динамику. Зато есть почти 2 десятка динамичных треков, перехватывающих дыхание и заставляющих оцепенеть от непрерывной звуковой атаки. Передохнуть удастся только на закрывающем треке, больше похожем на тягучее сладжевое месилово. Здесь я опять иду против общественного мнения. Общепринято считать лучшей работой Discordance Access альбом 2000 года с обложкой, на которой запечатлены красивые виды океана. Но, на мой взгляд, он звучит слишком небрежно. Особенно удручает гитара, которой не хватает четкости. А вот второй полноформатник под названием Joe Ho, который можно перевести с японского как информация, звучит очень четко и дерзко. Такому высеканию рифов отдал бы свое почтение даже сам Фред-гитарист. А это говорит о многом. Правда, на второй стороне пластинки гитарные ходы перестают блистать разнообразием, и это несколько утомляет. Тем не менее, музыка нисколько не теряет своей агрессии, ярости и безумия, так и не давая расслабиться до самых финальных нот. Прежде чем я приступлю к финальной тройке, хотелось бы упомянуть несколько исполнителей, чьи альбомы я также считаю отличными. Но, сами понимаете, топ не резиновый, поэтому остается просто бегло произнести их вслух. Например, достойны внимания японцы SOB, они же Sabotage Organized Barbarian, то есть саботаж, организованный варваром. Также не могу упустить таких крутых чуваков, как финны Rotten Sound. Их музон просто бомба! Отдельно хочу вспомнить о замечательных голландцах My Man's Mine. Группа не самая известная, но послушать их нужно обязательно. Можете кликнуть по ссылке в правом верхнем углу экрана, там вас ждет ссылка на видео с 4 убойными треками с компиляции, название которой не менее убойно. Еще могу вспомнить шведов The Arson Project и американцев Excruciating Terror. Последних я не включил в топ, потому что в их звучании много краста, а делать отдельный топ про Crust Grind я не планирую, увы. Ну а теперь финальная тройка. Несмотря на то, что Brutal Truth является, так сказать, базовой для грайндкора группой, не включать этот альбом в топ было бы преступлением.
Вообще, по моему мнению, из всего списка это наиболее цельное произведение, сделанное настоящими профессионалами. Я сейчас не только о музыкантах, но и о тех, кто участвовал в записи и микшировании. К примеру, погуглите, кто такой Колин Ричардсон. Так что те, кто хотят послушать не панковскую долбежку, сделанную молодыми оборванцами, а солидную зрелую музыку, хоть и довольно агрессивную, пусть смело закуривают сигару, наливают виски в бокал и врубают Need to Control. Еще хочу отметить, что в качестве промо для одного из синглов с этого альбома под названием God Player был снят довольно стильный клип, который будет интересно посмотреть в компании вашей любимой мамы, даже если ей не понравится сама песня. На самом деле, здесь могла бы быть любая пластинка этой замечательной банды, потому что все они просто отвал башки. Я решил поставить сюда Misery Index как лучший из всех по звучанию. Но еще раз подчеркну, что и остальные альбомы обязательны к прослушиванию, ведь каждый из них гарантированно сорвет вам башню. Я прошу прощения за такое сумбурное изложение, потому что чем дальше мы идем по списку, тем меньше у меня остается сил на фактологию, которую замещают чистые эмоции. Просто послушайте это сами. Комментарии, как говорится, излишни. Хотя я и оговорился в самом начале, что все пункты списка расположены в произвольном порядке, сами понимаете, на первом месте здесь не может стоять никакой другой альбом. Scum — это моя чистая любовь. Я искренне обожаю этот шедевр и надеюсь, что никогда не устану его переслушивать. Наверное, это случится только в том случае, если я отрекусь от всего панковского и перейду в ряды злостных попсарей. Если вы по каким-то неуважительным причинам до сих пор не добрались до этого альбома, то я заклинаю вас сделать это прямо сейчас, немедленно, ну, естественно, после просмотра этого видео, а то укушу, больше добавить мне нечего. Ну что, друзья, наконец-то этот топ подошел к концу. Хоть мне и было приятно его составлять, тем не менее моральных сил на него было потрачено немерено. Если вам понравились мои старания, можете поддержать меня лайком под этим видео, подпиской на канал, а также на Бусти и телеграм-канал. Напоминаю, что YouTube до сих пор не разрешает мне вставлять ссылки, поэтому юзайте QR-коды. Кстати, если вы тусите в Spotify, то для еще большего погружения в жанр можете послушать плейлист, который я в свое время замутил с дружественным каналом Oliver Dead. Там отобраны топовые треки от вышеупомянутых и других не менее модных команд. Ваши соседи определенно будут в восторге. Ссылочка на плейлист в посте в моем телеграм-канале Rubbish Music. На этом все. С вами был Рома, ваш контркультурный гид. Целую, до скорых встреч.